Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я буду разбираться в раскрасках, наводить такой порядок, потому что везде бардак. Но, правда, это будет уже не такой формат, что убираюсь на камеру, просто буду потом показывать, что я как сделала. Глобальных перестановок сегодня не будет, просто хочу поаккуратнее расставить раскраски, а то, знаете, где-то что-то места не хватает. Та вот полка самая верхняя, она не под раскраски, а она пустует. Короче говоря, я оттуда все уберу куда-то в другое место, и это будет уже тоже полностью раскрашивательная полка, потому что что-то уже прибавилось, и до этого, вот видите, там сверху все лежит, и что-то прибавилось, поэтому необходимо. Ну и раз уж это такой раскрашивательный уголок, то пусть все здесь так и будет. Плюс у меня на столе все навалено. Глобального ничего сейчас я не планирую. Хотя в дальних таких планах, конечно же, есть всякие такие перестановки. Но на данный момент просто хочу протереть пыль, немножко убраться и буду делать включение. С полки, вот которую я хочу освободить, значит, у меня оказались тут два каталога Avon. Естественно, что они пойдут в помойку. Это январь 21 год. Это что у нас здесь? Декабрь 20 года. То есть все это пойдет в помойку. Уже не актуально. Здесь у меня блокнот. Уберу его в другое место, где все комоды. Вот это я вроде как начала читать и забросила, поэтому в балет... Это вообще моя одна из любимых книжек. Я уберу в балетный зал. Учебники по португальскому. Тут вон много всего. И такой португальский, бразильский вариант. Учебники. Это далеко, конечно, не все, что у меня есть. Но вот присутствует. Это я... в общем, это на какую-то полку еще пойдет, куда-то надо убрать. Не знаю пока, куда именно. Дальше в этой папке у меня это вот арт-терапия журнал был. Здесь всякие распечатки, выбрасывать не буду, но... наверное, на полке найдется место. Это когда-то я на пробу Creative Heaven распечатывала. Что-то мне не зашло. Вот, эта книжка, естественно, это Андрей Зинчук, «Глебабушка. Немножко колдовства». Она на полку пойдет, просто на другую. Здесь тоже на основную, где у меня стоят книжки. Вот, и, в общем-то, даже будет ближе. Еще я когда-то на книжном складе вот «Загадываем желание, подбой курантов» покупала. Тоже... куда-нибудь положу вон к блокнотам. Взяла вот такие салфетки из магазина Билла и буду протирать. Кстати, прикольный у них запах, нормальный. Значит, вот ту полку буду сейчас протирать и какие-то раскраски поставлю туда. В общем, вот на этой полке, которые раскраски стояли, я их перенесла вот на самую верхнюю, потому что эти раскраски я, конечно, крашу, но не так часто. И к ним же я добавила вот с той полки, где лягушка, там стоял Керберазанос. Я переместила тоже туда. Потому что, как сказать, буду красить. Но просто вроде как их много, там место осталось, пусть там и будут. Так, что-то ребит. Потому что я на новый телефон снимаю. Не знаю, вроде и кольцевая лампа, и всего остального света достаточно. Вот. А на освободившуюся полку я поставила раскраски формата А5 и Pocket раскраски. Но их, конечно же, больше. Вот здесь у меня стоят
те, что в плане на месяц, но это, понятно, тоже не весь план. Ух ты, у меня там сползла раскраска, надо поправить, чтобы не помялась. Вот, и, конечно, они в целом, когда они по плану, они будут стоять там. Хотя, когда они не по плану, большинство из них как бы из месяца в месяц переходят, поэтому, в принципе, смело, наверное, туда можно что-то добавить еще, скорее всего. Ну, хотя, я не знаю, как бы тут есть раскраски, которые, в принципе, как разовая акция. А здесь уже, например, от силы еще 2 штуки поместятся. Ну, в общем, все в процессе. Там я просто протерла пыль, поправила все. Здесь вот у меня творческий рай, вообще твердая обложка, тому подобное. Хотя я думаю, что, по-моему, вот туда еще что-то помещается. И нужно, например, вот эту раскраску, например, убрать, может быть, манию дудлы убрать куда-то повыше, потому что здесь вот этим я всем пользуюсь, а творческий беспорядок, дудлы, мания ботаника я раскрашиваю не так часто, и я думаю, что куда-то туда убрать можно. Еще я на этой полке изначально вместе с нераскрасками стояла вот такая раскраска, котики, ну, творческий рай, только вот в эксклюзивной обложке. Я, в принципе, ее планировала на конкурс, но я не уверена насчет сейчас конкурсов. Ну, потому что, как правило, люди... Ну, ладно, короче, воздержимся. Посмотрим. Потому что вот эта большая раскраска «Ванильные мечты» или как-то так, она у меня там стоит. Вместе с картинами по номерам. В общем, котиков я сейчас верну на место, а что с ней сделаю, не знаю. Может быть, будет когда-то конкурс. Может быть, я кому-то подарю или продам. Такой тоже вариант возможен, но почему нет? А все же продают ненужное, я в теории тоже могу это сделать. Она в хорошем состоянии, новенькая. Ну, здесь вот так вот все. Да, там у меня, не обращайте внимания, тоже буду разбираться. Всякий беспорядок. Ну, то тоже протерла пыль, расставила все по местам. Сейчас я разбираюсь вот на столе в своем творческом уголке. Тут у меня раскраски, многие даже уже раскрашены, что надо, не записано, поэтому лежит здесь. Где-то там карандаши, потому что что-то не доделано. Но я сейчас как бы не загоняюсь вообще этим вопросом. Нет, ну на самом деле я не совсем, честно говорю, загоняюсь, потому что у меня всегда к себе, увы, повышенная планка. Да, вот это надо будет убрать. Я когда делала себе вот этот творческий уголок и все переставляла, из книжной полки это убрала и так никуда не дела. Значит, ну, я тут все протерла, в принципе. Ну, эта салфетка у меня в виде мандалы, как я уже рассказывала. Она, ну, просто символически такая. Ну, когда я что-то пью, там чай, кофе, или воду, я ставлю на эту салфетку. Вот, то есть это не просто там фон, но выбирала я, потому что это типа как мандала. Не, ну не знаю, может быть, я еще что-то сегодня пораскрашиваю на камеру, посмотрим. Вот здесь вот у меня лежит гуашь из вот этого набора гамма, ну и еще пастельная гуашь Эрих Краузе, вот которая это, потому что в «Ванильные сны» у меня там иллюстрация недораскрашена, и в теории надо бы это доделать, ну не знаю, у меня вообще не зашла она ни разу раскраска. Но это тоже там кое-что надо. Это вообще надо убрать отсюда. Это для маникюра. Просто я его здесь быстро поправляла. И надо сейчас на верхней полке все пыль протереть. Хотя вообще-то люди обычно наоборот. Сначала здесь, потом там. Но у меня почему-то здесь, а потом уже там. И потом еще раз здесь. И сменить воду обязательно надо. Вот. Надо как-то украсить более актуально вот эту стену. Здесь вообще у меня всякие разные веера, но их надо починить, потому что я их регулярно задеваю.
И в теории они здесь останутся, но надо как-нибудь, вот можно вот эту стену сделать. В теории можно сделать доску желаний, но я планирую, чтобы в кадр попадала и эта часть, а если она будет попадать, то доска желаний здесь не вариант. Вот. Не знаю, может быть, здесь еще будет какая-то такая гирлянда. Надо вот здесь еще, да, поаккуратнее сделать. Ну, не знаю. Потому что елку я как таковую зимой, вы знаете, уже не наряжаю. Так, у меня ушастик там лежит. Давайте я его тоже покажу. Ну что ж, все показывают зверей, я покажу. Вот. У него что-то сейчас так немножко с желудком, но ничего страшного. Сейчас ему уже нормально, потому что я дала полифипан. Потому что несколько дней я не понимала сначала. Он вроде веселый, от вкусняшки не отказывается, а еду, что редкий случай, не ест. А вчера уже поняла, что и сегодня утром что-то не так, дала полифипан. Ну, вот час-полтора прошел, и ему уже нормально. Короче, надо подумать. Я сейчас просто, у меня приедет ученица. А после, я не знаю, может быть, что-то еще пораскрашиваю на камеру, потому что я видео снимаю сегодня день в день, да и не только сегодня. Ну, как-то так уже вышло, что поделать. Тут, кстати, еще вот с этой стороны лежат далеко не все. Я посмотрела, что вот эта раскраска у меня, я ее не начала, и вообще давно не соединяла по точкам. Вот как раз в Питер, когда ездила, там и в поезде немножко посоединяла в раскраске «Мир животных». В общем, решила я исправить это обстоятельство и немножко посоединять по точкам. Но у меня есть еще одна такая раскраска, и я начала там иллюстрацию и не закончила. Не знаю, как будет здесь, но, по крайней мере, я начну. Да, прошу прощения, у меня тут такие руки типа синие. Это мы сейчас с ученицей после занятия делали слайм. Вот. Вспышку здесь можно убрать. Ну, ладно, можно посоединять немножко. Поболтать, и я даже не буду ставить на скорость, потому что, ну, буквально немного поснимаю. Пусть это видео будет вот в таком формате, в живом. Ну, скажу честно, у меня вернулись панические атаки, к сожалению. Ну, это могли бы они, конечно, и не вернуться, но когда близкие люди что-то даже из добрых побуждений тебя не поддерживают, а наоборот что-то как-то очень резко продавливают, то вот в итоге... Ну, а потом, когда тебе становится тяжело, с тобой даже не общаются. Вот. Ну и ладно. Это, конечно, все неприятно. Так, здесь очень мелко, поэтому я медленно раскрашиваю, чтобы ничего не перепутать. 20, 25, 26, 27 и 28. Я здесь соединяю без линейки. Мне кажется, что так лучше. Так выглядит гораздо более естественно. У меня вчера я ходила гулять,
И если честно, абсолютно прогулка не задалась. Хотя, когда я бываю в парке, сейчас я просто за ластиком потянулась, в парке Ходынское поле, мне всегда там очень хорошо. Но вчера как-то все пошло не так. И ластик я, кстати, найти не могу. Ладно, я потом исправлю. В итоге прогулка у меня абсолютно не удалась. Сегодняшняя утренняя прогулка около дома тоже. И весь день я что-то делала постоянно. Но, к сожалению, мысли я так и не смогла отключить. В общем-то, понятно почему. Так, и все-таки ластик нужен. Ну вот видите, в каком я нервном состоянии. Здесь есть ластик, а я ластик ищу. Ну, правда, вот эти карандаши... Нет, это не ластик. По итогу ластик, видимо, в какой-то из раскрасок лежит, но у меня для него есть сменные ластики, и уже давно было пора заменить, поэтому вот взяла, потому что тот я изрядно уже поиспользовала, но как раз им можно вот в таком формате стирать, а просто он постоянно выпадает из-за того, что туда-сюда его вытаскиваешь, и он уже выпадает оттуда. Вот. А так сам по себе вот он классный, стирает отлично. Потому что это... Да, и заодно я стерла цифры. Поэтому пришлось ставить на паузу, потому что издалека как-то, ну вообще, напрягается зрение. Да. Ну вот здесь очень, честно говоря, как-то сложновато. Так что тут даже с паузами. Да. В общем, я ни на чем сегодня не могу сосредоточиться, к сожалению. Ну вот я понимаю 50, 51, 52, 53, 54 и 55. Но вообще хорошая, наверное, переключалочка. У меня вообще какие-то вот так несколько дней, что я влоги снимаю именно впритык. По причине, что вообще ни на чем не сосредоточиться. От слова совсем. Оказалось бы, вот и раскраски, да, антистресс. Но не всегда они бывают антистресс. Не от всего можно, конечно, отвлечься. А может быть, надо один день просто отдохнуть и вообще заняться чем-то принципиально другим. Хотя вот мы сегодня, например, днем, я там убиралась, что-то делала, и мы как раз с Оксаной как-то разговаривали. Она рассказывала, что она красит, и я понимала, что я очень хочу тоже закончить побыстрее свои дела, сесть за раскраски. Нет, я реально этого хочу, просто почему-то не получается именно поток мыслей отключить. Ну вот получается влог-болталка такой, но мне кажется, это тоже нормально. Все, я же стремлюсь, чтобы видео были разные.
Поэтому и такое имеет место быть. Ну, иногда блогера хорошо увидеть немножко с другой стороны. Какие-то видео я, бывает, в таком состоянии снимаю, но я как-то об этом не говорю. Ну, а сегодня вот как-то оно пришлось к слову и к теме. Ну вот, не, вроде, знаете, она сложная, но, наверное, все же стоит того, потому что уже что-то получается такое, ну, хотя бы понятное. Единственное, вот, когда прерываешься, потом я всегда боюсь, что потеряю, где начала. Тут очень много цифр. Ну, в конце месяца я обязательно, да нет, даже не в конце месяца, а в каком-нибудь влоге покажу, если я доделаю. Хотелось бы, чтобы ничего не забрасывать. Конечно, будет хорошо, если я все это доделаю. «103». Прямо целый квест. Вот он-то где, не знаю, цифровой тут получается квест. Сейчас еще руки надо будет отмыть. Ну, это пищевой краситель или косметический даже. Да, косметическим мы, по-моему, пользовались. Ну, мы просто как-то так решили бонусом к занятию. Взяли ароматизатор ваниль. Голубой краситель. И развлекались. Давно я этого не делала. Помню, когда только все эти слаймы в моде были, только на них все это бум начался. Я тоже помню, пошла в аптеку, купила тетраборат. Конечно, не в первой аптеке я купила, мне там сказали, что тетраборат заказывать не успевают, все раскупают. Как с этим сейчас обстоит дело, не знаю. Может быть, уже его можно спокойно везде приобрести, и бум закончился. А может, наоборот, как и в раскрасках, аппетит приходит во время еды и хочется все большего. Если помните, мы раньше начинали с простых раскрасок, красили себе по-простому, а сейчас уже хочется, в общем-то, нам, да, более разнообразных материалов, новых раскрасок, короче, всего-всего. Как-то совершенствуемся постепенно в той или иной степени. Ну, кто-то быстрее, кто-то медленнее, это не важно, главное в удовольствии. Но, может быть, и в мире слаймов так. Вот потихонечку, смотрите, уже 138, нет, 136, вот, 137 и 138. Сейчас, пожалуй, я уже закончу вот здесь. Здесь-то я уж найду. Но если что, пересмотрю видео. Ну и, пожалуй, буду с вами на сегодня прощаться. Завершать видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 рыжая 3 8. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока.